моем новом видео и, как всегда, рада встрече с вами. В этом видео я хочу поделиться своими самыми приятными моментами этой весны, а также своими находками с поездки на блошиный рынок. Последний раз на блошином рынке я, оказывается, была поздней осенью. Уже прошло так много времени, ведь зимой блошиный рынок посещать не имеет большого смысла, хотя это тоже люди делают. Но мне, например, не очень нравится ходить зимой, потому что я люблю рассматривать предметы не торопясь, а когда на улице какая-то непогода, холод, мне как-то не сосредоточиться на процессе. Этот рынок находится в Санкт-Петербурге. Это метро Удельное, фермерское шоссе. Я думаю, что многие о нем знают. И уже прошлой осенью я снимала ролики, где мы вместе с вами гуляли по этому рынку, и я показывала очень подробно все, что там продается. Ехала я на рынок с определенной целью. Мне нужно было найти определенную посуду, которой мне не хватало к моим комплектам, и у меня это получилось удачно. Сначала ничего, как всегда, не попадалось, но было очень много всего интересного, а потом уже под конец прогулки я нашла то, что искала. И начать я хочу с первой моей находки. Я, правда, уже не помню, в каком порядке все было у меня приобретено, но эта находка — это вот такой кофейник. Этот кофейник мне сразу бросился в глаза, потому что именно сейчас меня как раз интересует посуда бело-голубой синей гамме с разными узорами цветов, листьев, какими-то пасторальными пейзажами нарисованными. И этот кофейник, он мне так сразу приглянулся. Во-первых, у него присутствуют такие эффект старины. Он немножко потертый, у него есть такая желтизна, что дополняет и придает особую атмосферу, когда ты сервируешь стол, делаешь такую композицию. Это финский чайник марки «Арабия». Когда Финляндия была еще в Российской империи, то выпускали такую посуду. Сейчас ее уже тоже выпускают. У меня есть современные чашки с мумитролями как раз этой марки. Мне понравился этот чайник, кофейник, который я планирую использовать как заварочный для чая, а также буду туда наливать какао. Чайник действительно прекрасный, он очень красиво вписался в интерьер, особенно ко всей той посуде, которая у меня сейчас есть. А вот чайника, например, чайной пары не было. Вот эта кофейная пара, которая мне очень приглянулась. Кружечка очень малюсенькая, но она изящная, у нее узор идет и по внутренней стороне чашки. Тоже у нее такие признаки старины, она такая немножко неровная вся. То, что мне и надо. Я люблю такую посуду, которая является какой-то такой самобытное, что-то такое самобытное. Такое вот блюдце. Здесь нарисованы такие какие-то финские больше пейзажи, или похожие на наши пейзажи Ленинградской области, небольшое озеро, какой-то домик, очень похож на то, что сейчас можно увидеть там в Финляндии или у нас там, например, в Карелии. Очень похоже на вот эти пейзажи.
Следующее приобретение — это керосиновая лампа со стеклянной колбой. Здесь есть фитиль. Вот эта вот часть, верхняя часть откручивается. Здесь нет никаких боковых пробочек, потому что я знаю, что есть такие же керосиновые лампы, у которых вот здесь вот сбоку есть просто откручивающаяся такая часть, куда можно все налить. Я сначала, когда приобрела, думаю, ой, а куда же наливать? Я первый раз увидела такую керосиновую лампу, и мы в итоге не без усилий открутили вот эту верхнюю часть, смазали ее как следует, залили туда жидкость, которую можно поджечь, и вот такая вот красивая лампа с признаками старины теперь у меня есть. Я еще зимой захотела такую лампу. Я думала, очень красиво можно снимать видео, когда ты выходишь вечером с такой лампой, сделать какую-то фотографию, либо просто задекорировать у себя дом. Такие пятнышки ржавчины. Я ничего это не буду реставрировать. Хочу оставить в таком виде, чтобы именно передавал какой-то дух времени. Ну и, конечно, удобно, что здесь есть ручка. Можно освещать себе путь, когда будет темно. К нам уже потихоньку приходят белые ночи, когда вечер наступает все позже и позже, а потом уже наступит время, когда ночь совсем будет белая, и керосиновая лампа вряд ли понадобится. Наступает такое красивое время для нашего региона. Но потом придет осень, и вечерами эта лампа, я думаю, будет дарить настроение определенное. Также можно делать красивые композиции для декора, либо для фото и видео. Эта лампа обошлась мне в 800 рублей. Была такая же, абсолютно новая, без всякой ржавчины. Она стоила на порядок дороже. Следующее приобретение, я не стала брать сюда все тарелки, это такие вот суповые тарелки Дулева на фабрике, советский советский фарфор, и мне понравился узор. Здесь узор с сиренью, по ободку идут такие листики зелененькие и небольшая полоска золота. Немного, конечно, неудобно то, что здесь золотая полоска, если мыть в посудомойке, она может сойти со временем. Но мне очень понравился этот принт, он отлично подходит на сезон весна-лето, поднимает настроение, именно дарит такое ощущение какой-то свежести. Мне сразу понравилась эта серия с сиренью. И получилось, что у меня теперь комплект из 5 тарелок. Каждая тарелка обошлась в 100 рублей. Такое сервировочное красивое блюдо. Тоже также сирень. И также его продали вместе в комплекте 5 тарелок. Также его продали за 100 рублей. 6 шикарных тарелок обошлись мне в 600 рублей. Эту стопочку я увидела такую всю запыленную, но она мне сразу как-то понравилась, и я поняла, что ее нужно приобрести. Я уже убрала все свои другие тарелки суповые, и мы используем только их. И на блошином рынке также есть такие стихийные книжные развалы разных всяких книжек. Мне приглянулась книга Лермонтова «Собрание стихотворений», первый том. Красиво она смотрится на полке. И такая книжка мне обошлась в 50 рублей. И еще в придачу я взяла вот такую вот советскую книгу 1986 года.
И здесь собрание Тютчев, Боротынский, Бенедиктов, Григорьев и Фет. Много чего интересного, тут можно почитать стихи. И тоже она симпатично выглядит. В общем, 2 книжки, такие красивые книжки, обошлись мне в 100 рублей. Как вы можете видеть, я это видео записываю в саду, и у нас действительно с приходом такой облачной, дождливой погоды, хотя сейчас даже не скажешь, что она такая, но действительно тучи на небе идут такие грозные, и сегодня обещали периодические ливни, хотя весь май у нас было солнце, но был такой ледяной ветер. Интересно, как вот в других регионах, в других городах с погодой. Поделитесь в комментариях, будет очень интересно почитать. У нас ли это только так в Санкт-Петербурге, либо везде какие-то странности с погодой. У нас только-только зацвела черемуха вот к концу мая. Сирень у нас вот за городом, где я живу, она, по-моему, даже еще не собирается. В середине июня только начнет цвести сирень. И спасибо за вашу обратную связь, за ваше внимание, то, что досматриваете это видео до конца, за то, что подписываетесь на канал. Это очень важно для развития канала. Всего вам хорошего и до новых встреч!